Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим потрясающе вкусный суп с баклажанами. Да-да, вы не ослышались. Если никогда не готовили, настоятельно рекомендую попробовать. Когда моя подруга впервые сварила такой суп, я отнеслась очень скептически. И это я говорю не для красоты названия ролика. В самом деле так и было. А теперь он частый гость на нашем столе. Даже мои дети его любят и просят приготовить. Итак, я ставлю воду на плиту и оставляю ее закипеть. Суп у меня будет с фрикадельками. Ну, фрикадельки я готовлю совершенно обычным способом. В готовый фарш я добавила соль, перец и молотый чеснок. И формирую мокрыми руками фрикадельки. Также этот суп можно сварить на любом бульоне. Телятина, курица, что угодно. В кипящую воду выкладываю фрикадельки и буду варить до полуготовности. Когда они уже хорошо закипели, я сюда выкладываю мелко нарезанный картофель. Как нарежете картофель, это уже ваше дело. Ну вот моя детвора любит так. Нарезаю мелко 2 луковички, у меня небольшие. Если у вас крупная, то достаточно будет и одной. Обжариваю на разогретом растительном масле до прозрачности и приятного аромата. И вот у меня тоже 2 совсем небольшие морковки, я их нарезаю кубиками. Тоже можно нарезать соломкой. Абсолютно никакого значения не имеет. Выкладываю к поджаренному луку и буду жарить вместе уже до полуготовности. Беру 1 баклажан, обрезаю плодоножки и режу тоже небольшими кубиками. Овощи мои поджарились, выкладываю сюда баклажаны, перемешиваю. И буду обжаривать дальше уже все вместе, ну, примерно 5 минут. Помидоры я заранее залила кипятком, так прекрасно от них отходит кожица. Вырезаю плодоножки и нарезаю тоже кубиками. У меня попались не совсем удачные помидоры, внутри много белого, то, конечно же, вырезаем все то, что нам не нравится и то, что нам не нужно. Нарезаю кубиками и тоже буду отправлять все в сковородку. Вместе с соком прямо вот туда все это перемешиваю и еще 2-3 минутки, пока готовлю следующие овощи. Я, кстати, вот забыла, хочу добавить еще сладкий перец. Можно было, конечно, его добавить перед помидорами, но не суть, все приготовится. Вырезаю плодоножку, семена и нарезаю тоже небольшими кубиками. Отправляю перец в сковородку. Посмотрите, уже какая красота. Аромат стоит, но без преувеличения, просто потрясающий. Уже без всякого супа хочется съесть. 2-3 минутки обжарила. Добавляю сюда сметану. У меня 20% жирности магазинная. Все хорошо перемешиваю. И когда закипит, буквально 1 минутку тушу и выключаю огонь. Картофель у меня уже практически приготовился, фрикадельки тоже. Теперь всю эту вкуснейшую овощную заправку я отправляю в бульон. Перемешиваю и варю примерно 3-5 минут. Добавляю сюда соль, молотый черный перец. Накрываю крышкой и даю закипеть. И также сюда буду использовать свежую зелень петрушки и укропа. Достаточно большие пучки, нарезаю мелко, отправляю в кипящий суп и даю снова закипеть, и супчик готов. Так что все просто, друзья, и очень вкусно, поверьте. Вот честно, можно подумать, что хочется мне как-то вас привлечь. В названии ролика я использую, да, такие иногда... Многим не нравится высказывание, но вот в данном случае правду говорю, что суп очень вкусный. Ну, вообще все овощные супы, конечно, что туда не положи, все вкусно. Но с баклажанами я была крайне удивлена, что на самом деле это вкусный суп. Жду ваших отзывов, желаю вам мира и добра.